Сотни миллионов камней обращаются вокруг Солнца в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, но лишь некоторые из них подходят относительно близко к Земле. НАСА относит астероиды, орбиты которых проходят в пределах 30 миллионов миль от нашей планеты, к объектам, сближающимся с Землей. И внутри этой группы есть особенно тревожные объекты. Они настолько велики и пролетают настолько близко к нашей родной планете, что в случае прямого столкновения могли бы превратиться в реальную угрозу для мира. В настоящий момент НАСА внимательно следит за астероидом под названием Бенну. Это довольно крупный космический объект, который может врезаться в нашу планету через 159 лет. По словам экспертов, астероид, впервые замеченный в 1999 году, с большой долей вероятности может отклониться в орбиту нашей планеты. Если это произойдет, он может столкнуться с Землей 24 сентября 2182 года. Считается, что астероид Бенну выше, чем Empire State Building. Если такой объект ударит по нашей планете, столкновение высвободит 1200 мегатонн энергии. Это колоссальное количество энергии, которое ничто, созданное на Земле, не могло бы произвести. Ученые из НАСА полагают, что во время пролета в 22 веке существует крошечный шанс, что астероид пройдет через гравитационный ключевой проем – Gravitational Keyhole. Это область в пространстве, которая может направить космического пришельца по определенной траектории, что в итоге может привести к тому, что астероид врежется в Землю. Бенну пролетает мимо нашей планеты каждые 6 лет. Он уже трижды имел близкие встречи с Землей в 1999, 2005 и 2011 годах. В наши дни ученые оценивают вероятность того, что астероид столкнется с нашей планетой к 2182 году, как 1 к 2700. Это более чем в 5 раз выше, чем шанс человека быть пораженным молнией. Но даже несмотря на то, что вероятность столкновения Бенну с Землей в настоящий момент довольно мала, этот космический камень все равно классифицируется как потенциально опасный астероид. Все потому, что он может подойти на расстояние всего 4,65 миллиона миль от Земли. Именно поэтому он также отнесен к объектам, сближающимся с Землей. Бенну – богатый углеродом астероид, который сформировался в первые 10 миллионов лет истории Солнечной системы. Это примерно 4,5 миллиарда лет назад. Неудивительно, что это космическое тело содержит ценные подсказки о происхождении и развитии каменистых планет нашей Солнечной системы, к которым, как вы помните, относятся Меркурий, Венера, Земля и Марс. Еще лучше то, что в нем могут содержаться органические молекулы, похожие на те, которые имеют ключевое значение для возникновения жизни. В 2020 году миссия НАСА OSIRIS-REx сумела кратко коснуться поверхности астероида. Они собрали некоторые образцы и затем оторвались от космического тела. Для НАСА это была первая миссия такого рода. Но, вероятно, это не станет сюрпризом. Бенну – не единственный астероид, о котором нам следует беспокоиться. Астероид 99942 Апофис – еще одно космическое тело, за которым стоит следить. Это объект, сближающийся с Землей, диаметром около 1100 футов. Он был обнаружен в 2004 году, и первоначально его определили как один из самых опасных астероидов, когда-либо обнаруженных. Апофис быстро прославился, считалось, что он представляет серьезную угрозу для Земли. Эксперты предсказывали, что он подойдет очень близко к нашей планете в 2029 году. К счастью, после более тщательного изучения Апофиса и его орбиты, астрономы пришли к выводу, что риска столкновения астероида с нашей планетой, по крайней мере, в ближайшее столетие нет. Риск удара в 2029 году был полностью исключен, как и потенциальный удар.
который мог бы быть вызван близким сближением астероида в 2036 году. Интересно, что до марта 2021 года оставался небольшой шанс столкновения в 2068 году, но затем Апофис совершил пролет мимо Земли, и астрономы воспользовались этим, чтобы с помощью мощных радаров более точно оценить орбиту астероида вокруг Солнца. Это позволило им исключить любой риск столкновения, по крайней мере, на следующие 100 лет. Причина, по которой такие открытия вызывают у нас столько тревоги, заключается в том, что даже относительно небольшой астероид размером с дом может причинить катастрофические разрушения при столкновении с нашей планетой. И если астероид имеет диаметр более 0,6 мили, астрономы называют его уничтожителем планет – Planet Destroyer. Энергия удара, высвобождаемая таким астероидом при столкновении с Землей, могла бы быть разрушительной. Поэтому крайне важно знать, где такие астероиды находятся и в каком направлении они движутся. Проблема в том, что наши возможности защищать планету от ударов астероидов пока не первоклассны. Если бы такая катастрофа была неизбежна, нам потребовалось бы время на подготовку, потому что столкновение с астероидом – это не шутка. Вероятно, самым известным местом удара астероида является кратер Чиксулап крейтер. Это свидетельство ужасающего столкновения, приведшего к вымиранию динозавров. Странно, но этот кратер не очень заметен на поверхности, но есть и другие, хорошо видимые. Например, кратер Беринджер в Аризоне, который также называют метеоритным кратером. Он выглядит довольно зловеще, если задуматься о столкновении, которое привело к его появлению. Дело в том, что внутреннюю часть Солнечной системы чрезвычайно трудно обследовать на предмет астероидов. Каждую ночь имеются лишь 2 10-минутных окна, когда астрономы могут наблюдать этот регион. Все потому, что блики Солнца создают очень яркое фоновое свечение. Кроме того, атмосфера нашей планеты также искажает и размывает наблюдение. Выявлять астероиды в таких условиях не подвластно большинству телескопов. Нужен уникальный инструмент. И инструментом выбора является камера темной энергии Dark Energy Camera DET в Серра-Тольяло Интер-Америкас обсерватории в Чили. Это устройство не было разработано специально для охоты за астероидами. Исследователи построили его для поиска другой неуловимой цели – темной энергии, таинственной силы, приводящей к расширению Вселенной. ДЭК предполагается наблюдать сотни миллионов галактик, поэтому она и широкоугольна, и глубока одновременно. Так она может и заглядывать глубоко во Вселенную, и охватывать широкое поле зрения, что помогает фиксировать движение галактик и условия в ранней эпохе Вселенной. Но это также означает, что ДЭК идеально подходит для обнаружения астероидов вблизи Солнца. Внутренние астероиды редки, и для их обнаружения необходимы глубокие изображения, потому что такие астероиды тусклые. Ученым нужно уметь бороться как с ярким сумеречным небом вблизи нашей звезды, так и с искажающим эффектом атмосферы Земли. И ДЭК может помочь им достичь этой цели. Камера темной энергии была создана для проведения обзора темной энергии, который завершился в 2019 году. Теперь астрономы могут направить мощь камеры на другие задачи. Они утверждают, что обзор ДЭК является одним из самых чувствительных поисков объектов вблизи орбиты Венеры и внутри орбиты нашей планеты. Это дает нам прекрасный шанс узнать, какие именно объекты скрываются в внутренней части Солнечной системы. 26 января 1700 года одно из крупнейших землетрясений в истории произошло у побережья Соединенных Штатов. Оно имело магнитуду 9, что ставит его в десятку самых мощных землетрясений, когда-либо зарегистрированных.
Это землетрясение вызвало огромную цунами и навсегда изменило береговую линию от Южной Британской Колумбии до Северной Калифорнии. В те времена район был не очень густо заселен, но благодаря некоторым умным исследованиям ученые выяснили, что именно произошло в тот день, изучив старые геологические записи, годичные кольца деревьев и даже исторические документы из Японии. В тот же день, когда произошло землетрясение, гигантское цунами также обрушилось на восточное побережье Японии. Долгое время никто не связывал эти два события, но в 1980-х и 1990-х годах исследователи поняли, что цунами в Японии было вызвано землетрясением на северо-западе Тихого океана. Они также смогли точно установить дату – 26 января 1700 года. Они даже нашли старые деревья на прибрежной территории штата Вашингтон, которые все погибли примерно зимой 1700 года, что идеально совпало по времени с этим землетрясением. Землетрясение произошло в зоне субдукции Каскадия, Cascadia Subduction Zone, разломе, где плита Хуан-де-Фука, Хуан-де-Фука Плейт, пододвигается под североамериканскую плиту. Этот разлом простирается примерно на 700 миль от северной части острова Ванкувер в Британской Колумбии до мыса Мендосино, Кейп-Мендочино в Калифорнии. Давление от движущихся плит накапливается со временем, и в конечном итоге еще одно крупное разрушительное землетрясение поразит тот же регион. Это лишь вопрос времени. Изучая геологические записи отложения прошлых цунами и признаки изменений уровня суши, ученые могут определить, как часто происходят эти гигантские землетрясения. Планировщики чрезвычайных ситуаций готовятся к следующему большому толчку, часто называемому «большим» «the big one». Ученые полагают, что землетрясения в зоне субдукции Каскадия происходят каждые 200 тысяч лет. А поскольку последнее крупное событие было более 300 лет назад, Тихоокеанский северо-запад однозначно должен снова испытать подобное землетрясение. Когда это произойдет, ожидается, что землетрясение будет сопоставимо по величине с тем, что случилось в 1700 году. Но на этот раз оно затронет около 15 миллионов человек. Разрушения будут масштабными. Здания обрушатся, дороги и взлетно-посадочные полосы треснут, мосты рухнут, связь СИ из района будет прервана. Но худшая часть – землетрясение вызовет мощную цунами, которая может достигнуть некоторых частей побережья штата Вашингтон всего за 10 минут. Это вопрос не если, а когда. Зона субдукции Каскадия обязательно сработает. Когда это случится, это будет наихудшая катастрофа, когда-либо постигшая США. Хуже урагана Катрина или шторма Сэнди, она затронет огромную территорию от Южной Британской Колумбии вниз через Орегон до Северной Калифорнии. Это значит, что миллионы людей будут затронуты. Аэродром Фэрчайлд рассматривается как резервная база для координации и ликвидации последствий землетрясения, а главным пунктом является международный аэропорт Гранд-Каунти в Моузес-Лейк, Гранд-Каунти International Airport in Moses Lake. Для тех, кто выживет после первоначального удара землетрясения и цунами, последующие последствия могут быть столь же катастрофическими. Последующие толчки, афтершоки, будут идти один за другим, и транспортная сеть окажется в хаосе. Дороги будут повреждены или полностью заблокированы. Аэропорты закроют деятельность, и большинство основных маршрутов, таких как шоссе I-5, могут лишиться мостов. Это означает, что поставки продовольствия и воды будут прерваны, и помощь будет чрезвычайно трудно доставлять, а людям эвакуироваться. Газопроводы, скорее всего, также будут повреждены. Их восстановление может занять от нескольких дней в глубинке до недель или даже месяцев вдоль побережья.
Электроснабжение будет прервано повсеместно в пределах 100 миль от побережья по всему Тихоокеанскому северо-западу. А подача воды может отсутствовать в течение 3-7 месяцев. Даже телекоммуникации будут выведены из строя на 2-3 месяца по всему Тихоокеанскому северо-западу, на Аляске и даже в частях Восточной Азии. Хорошая новость для Восточного Вашингтона состоит в том, что он в основном избежит наихудших последствий благодаря естественным барьерам между западной и восточной сторонами штата. Цунами может добраться до ущелья реки Колумбия, Колумбия Ривер Гордж, но оно быстро потеряет энергию из-за песчаной отмели под рекой. Каскадные горы, Cascade Mountains, поглотят большую часть удара землетрясения, поэтому на восточной стороне его последствия будут менее сильными. И поскольку Восточный Вашингтон пострадает не так сильно, именно на них ляжет основная обязанность справляться с последствиями, помогать Западному Вашингтону принимать беженцев из разрушенных районов и доставлять припасы туда, где они необходимы. Ученые изучали другие крупные землетрясения магнитудой 8,0-9,0, такие как в Чили в 1960 году, на Аляске в 1964 году, в Суматре в 2004 году и в Японии в 2011 году. Такие землетрясения способны трясти Землю от 6 до 10 минут. Это очень долго, когда Земля трясется. Такие толчки чрезвычайно интенсивны, потому что происходят близко к поверхности Земли. Поэтому это не просто кратковременная тряска, а длительное, сильное движение, которое может причинить большой ущерб. Если землетрясение и цунами в Каскадии произойдут завтра, более 13 800 человек могут погибнуть, и примерно 107 тысяч человек могут получить травмы. Экономический ущерб в штатах Вашингтон, Орегон и Калифорния может превысить $70 миллиардов. Чтобы понять масштаб, можно сравнить эти цифры с другими крупными землетрясениями. В землетрясении в Чили 1960 года погибло около 1650 человек. В землетрясении на Аляске в 1964 году погибло около 140 человек. Землетрясение и цунами в Суматре в 2004 году унесло жизни примерно 280 тысяч человек. А землетрясение и цунами в Японии в 2011 году привели к более чем 20 тысячам жертвам. Власти знают об опасностях разлома Каскадия, но даже при всей подготовке никто не может точно сказать, что именно потребуется, когда произойдет большое землетрясение. Сразу же после землетрясения и цунами районы за пределами зоны бедствия не смогут оказать существенную помощь, поскольку дороги и аэропорты будут разрушены, а ресурсы ограничены. Ниже той области, где плиты застряли, есть зона, где плиты двигаются очень медленно. Речь идет всего о нескольких дюймах каждые несколько месяцев. Это медленное движение помогает сбрасывать часть напряжения, но оно также накапливает еще больше давления на тех участках разлома, которые все еще застряли. Это означает, что со временем увеличиваются шансы на очень крупное землетрясение. Эти массивные толчки, называемые великими землетрясениями зоны субдукции, могут превышать магнитуду 8,5. Мегатрастовые землетрясения – самые крупные из землетрясений. Они могут превосходить магнитуду 9,0, что невероятно мощно. Для сравнения, землетрясение магнитудой 9,0 высвобождает в 1000 раз больше энергии, чем землетрясение магнитудой 7,0, и в 1 миллион раз больше энергии, чем землетрясение магнитудой 5,0.
Такие землетрясения происходят, когда значительное давление накапливается в части разлома, которая заблокирована, то есть плиты не могут сдвинуться друг относительно друга. Когда это давление становится слишком высоким, разлом наконец разрывается, высвобождая всю накопленную энергию в одной массовой тряске. Зона субдукции Каскадия чрезвычайно протяженна, поэтому если она разорвется сразу по всей своей длине, это может привести к крупному землетрясению. Ученые изучили этот регион и обнаружили, что примерно в 18 милях под поверхностью разлом полностью заблокирован. В тех местах плиты не скользят друг относительно друга, но глубже плиты начинают скользить более плавно, вызывая меньше трения. Это важно, потому что это показывает, сколько напряжения накапливается в заблокированной зоне и как это может в конечном итоге привести к крупному землетрясению. На этом пока все. Если вы удовлетворили свое любопытство, поставьте этому видео лайк и поделитесь им с друзьями. Или, если хотите еще, просто нажмите на эти видео и оставайтесь на светлой стороне.